Когда душа решает воплотиться на земле, эта душа уже решила, что она хочет получить новый опыт, новые знания, она хочет эволюционировать. Потому что душе не обязательно воплощаться на земле. Она может жить в других мирах, прекрасных, где существует покой и удовольствие, и там ей не надо развиваться. Но если душа решила развиваться и эволюционировать, то она решит воплотиться на Земле. Потому что Земля – это одно из тех мест, если не единственное место, где можно развиваться душе. И божественный мир, который так заботится о душе, готовит ее к этому воплощению. Он подбирает для нее тело, место, план, все необходимое для того, чтобы она воплотилась и получила какие-то важные для себя уроки для развития и эволюции. И божественный мир, божественные творцы создали для души оболочку. Представьте, что душа для того, чтобы воплотиться на Землю, одевает скафандр, который идеально подходит для нее. Он настолько идеален для того, чтобы она могла прекрасно существовать в этом 3D-мире. Этот скафандр продуман настолько тонко, настолько детально, чтобы душа могла жить в этом скафандре и не испытывать никаких неудобств, никакого дискомфорта. И вот душа получает этот скафандр, когда она воплощается на Земле. Это то, что мы называем нашим телом, в котором воплотилась эта душа. Это одно целое. Эта душа, она из божественного мира. Она связана с тонким миром. Она все время с ним коммуницирует. И вот эта душа, она находится в этом скафандре и живет на Земле, проходя уроки и получая какие-то знания и опыт. Но вы знаете, что когда душа воплощается, человек рождается с нуля, он ничего не помнит. И он даже не помнит, что он душа, что он пришел из того тонкого мира, что он сам захотел сюда прийти, что он сам выбрал себе это тело, и он выбрал свои собственные уроки. Человек проходит через какие-то жизненные ситуации, какие-то встречает проблемы, какие-то преодолевает препятствия. Но душа спит, она спит глубоким сном. И в какой-то момент произошло какое-то событие, которое потрясло этого человека до глубины души. Например, смерть близкого человека. Какая-то тяжелая, глубокая, эмоциональная ситуация. Возможно, это какая-то тяжелая болезнь, в результате которой человек наконец оказался в тишине от своей повседневной жизни и задумался, почему мне дана эта ситуация.
И вот здесь начинает просыпаться душа через боль, через страдания. Начинает просыпаться душа. И когда человек задался вопросом, почему ему это дано, и как ему это пережить, он невольно через боль, сердечную боль, пробуждает эту душу. И вот здесь душа просыпается. Она начинает ему что-то шептать. И если человек чувствует этот голос, очень тихий голос, он к нему прислушается. Это будет внутренний голос или интуиция. Например, человек недоволен каким-то обстоятельством, возможно, недоволен своей работой. Он впадает в депрессию, из которой он страдает. И в какой-то момент он слышит голос, внутренний голос, который ему говорит: поменяй работу, займись любимым делом, уедь в другое место. Если человек услышит и прислушается к этому голосу, голосу души, то он пойдет за этим зовом души. Он изменит свою жизнь для того, чтобы перестать страдать. Он прислушается. И вот так происходит пробуждение души в человеке. Сказать, что душа может пробудиться, когда все хорошо, очень маловероятно. Потому что когда все хорошо, душа, как правило, безмятежна. Но если это молодая душа, то она даже не услышит внутренний голос. Но если эта душа старая, то она может почувствовать свой зов и почувствовать сострадание. Потому что сострадание дается только пробужденным старым душам. Сострадание не бывает у молодой души, юной души, которая еще хочет получить много удовольствий от физического мира. Но старая душа чувствует сострадание, когда она видит страдания других людей. Многомерный человек – это душа, которая в человеческом теле, как в скафандре, проходит свой физический опыт на Земле. И проходя эти уроки, она получает очень много эмоционального, чувственного опыта, который она может получить только здесь, на Земле. А человеческое тело способно передать этот чувственный опыт, который так необходим для эволюции души. Наши чувства имеют уникальную способность развивать нашу душу. Чувства, которые тоже развиваются вместе с душой. Вначале это могут быть негативные чувства, непринятие, от состояния разделенности, когда господствует эго,
Но когда просыпается душа, то человек начинает принимать других такими, какие они есть. Это и есть безусловная любовь. Это свойство души. И поэтому, посмотрев на себя и понять, насколько вы принимаете других людей, вы можете понять, насколько вы прошли свой духовный путь. Для многих это работа на всю жизнь. И это очень хорошо. Ваша душа развивается. А принять других людей мы можем через открытое сердце. Когда мы открываем наше сердце, тогда мы испытываем все те эмоции, которые называют высокими эмоциями. И тогда душа выполнила свой план на этой земле. Она вспоминает, какое у нее было предназначение, что ей было начертано перед воплощением. И она идет по нему, по этому пути. И как бы ни была тяжела жизнь этого человека, он будет испытывать гармонию с собой и чувство невероятной благодарности. Он будет чувствовать, что он любим всей Вселенной. Он будет чувствовать эту любовь вокруг себя, где бы он ни находился, где бы он ни жил. Он будет чувствовать любовь вокруг себя и чувство благодарности за все, что он имеет. Это и есть многомерный человек, который живет в состоянии благодарности и изобилия. Он свободный.